решка, да, а как что-то сделать, как волонтеры, как миссионеры, помочь деткам, взрослым, семьям, то есть, ну и, понятно, посмотреть мир и культуру и все остальное. Вот, поэтому сейчас у нас такая встреча, где прямо можно все спрашивать, вот что интересно, там, сколько денег, как английский учить, какие страны можно поехать, а завтра могу я куда-то поехать, то есть любые вопросы, которые у вас есть, если вы стесняетесь, можете на ушко сказать соседу, если он, или записать, просто мне поднести, вот, то без проблем как бы можете сказать. Вот, хорошо, и тогда мы с вами уже будем начинать, поэтому заранее сразу придумывайте вопросы, и если, например, уже когда Марк уедет, и когда уже пройдет там несколько месяцев, и у вас еще что-то будет, или какая-то у нас будет информация, вы можете через меня узнавать какие-то вопросы, да, то есть, Маша, а как они там в Британии сейчас вот это, а что это, а что это, то есть я без проблем вам помогу, подскажу, и мы планируем разные команды, вот, чтобы у нас были и команды из Украины в другие страны. Поэтому, окей, хочу вам представить президента организации Марка. Вот, и давайте поаплодируем и пригласим его сюда на сцену. Welcome, Mark. Who is Mark? Well, it's great to be with you. Здорово быть с вами. I'm looking forward to spending a little bit of time with you tonight. Я ожидал, что мы проведем хорошее время с вами сегодня. And tell you a little bit about what we do all over the world. И немножко хочу рассказать, чем мы занимаемся в разных частях мира. Almost every month we are now going into new countries. Почти каждый месяц мы ездим в разные страны. I think now we've actually been in around about 41 countries now. На данный момент мы уже побывали в 41 стране. And we have many new countries that we're going to in 2020. И в 2020 году мы собираемся побывать во многих новых странах. But before I talk about travel and about countries, Но до того, как мы поговорим непосредственно о путешествиях и о тех странах, I'll just tell you a little bit about myself. я вам немножко про себя расскажу. So my name's Mark. Итак, меня Марк зовут. I'm married to Alison. Я женат на Алисон. I have two У daughters, меня две дочери, Charlotte and Emily. Шарлотта и Эмили. I have three granddaughters, У меня три внучки, Esme, Isla and Bella. Эсме, Айла и Белла. And I live in a place called Bolton, which is very close to Manchester. Я живу в городе Болтон, который недалеко от города Манчестер. So usually when I say Manchester, people always say Manchester United, Manchester City. И как только я говорю слово Манчестер, у всех срабатывает Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити. But as well as football, I love good coffee. Но кроме футбола я люблю еще хороший кофе. And I love spending my time in coffee shops. Я обожаю проводить время в кафешках. So that's a little bit of who I am. Это немножко про меня. I also love Italy. That's one of my favorite countries. Я также люблю Италию. Это одна из моих любимых стран. Because Italy, they do good coffee. Потому что там хороший кофе делают. They dress really smartly. И они очень так изысканно одеваются. They have wonderful scooters. У них классные скутеры. Which I used to have a scooter. Я тоже имел скутер, я там катался. And they have beautiful buildings, beautiful trees. И еще у них красивые здания, деревья, ну, то мне нравится. So Italy is one of my favorite Поэтому places. Италия это одно из моих любимых мест, куда я езжу. But tonight I thought I would take you on a plane to 3 countries. Но сегодня я решил вас пригласить с собой сесть в самолет и полететь в 3 другие страны. So we've all got a
be ready with our passports tonight. Поэтому, пожалуйста, друзья, подготовьте свои загранпаспорта. I brought my passport. Я принес с собой загранпаспорт. I'm ready to show it at the counter. Я готов показать на таможне. So I want you to have your passport ready to come on this journey with me. Поэтому подготовьте свои паспорта, вы едете со мной сегодня. And I'm going to take you to 3 countries. Мы будем в 3 страны лететь. I'm going to take you to Uganda. Первую страну мы прилетим Уганда. I'm going to take you to Rwanda. Потом в Руанду. And I'm going to take you to Zambia. А потом Замбию. And all those 3 countries are on the continent of Africa. И все эти 3 страны находятся на континенте Африки. And some of the greatest people I've met in the world, I've met in Africa. Одни из самых классных людей, которых я встречал в этом мире, это были люди из Африки. And I feel really privileged that I've been able to do that. И для меня это была привилегия побывать там. But I'm going to tell you about Uganda. Ну, давайте мы сначала поговорим об Уганде. The first time I went to Uganda was 14 years ago. Первый раз, когда я прибыл в Уганду, это было 14 лет назад. I've been to Uganda many times now. С того времени я уже много раз побывал в Уганде. And I've sent many people to Uganda. И отправлял туда многих людей. Too many people, I can't count the number. Слишком многих, я уже не помню точное количество. And it might just be that tonight you might be one of those people going to Uganda. И вполне возможно, вы будете одним из тех, кто поедет в Уганду. I remember when I first went there. Я помню, когда я только прибыл туда впервые. I didn't know who I was meeting at the airport. В аэропорту я не знал, кто меня встретит. I said to them, I will be wearing a black cap. И я им сказал, опознавательный знак, на мне будет черная кепка. The only problem was this. Но проблема была в том, I had to travel first to Dubai airport. Что мне сначала надо было прилететь в аэропорт Дубая. When I was in Dubai airport, I sat down. И когда я был в аэропорту Дубая, я сел. I took my cap off. Снял свою кепку. I put it on the seat. На сидушку положил. I had a little sleep. Немножко вздремнул. I then got up and I walked down the airport. Встал и пошел по делам. And I left my cap. И оставил свой опознавательный знак. And that was the way they were going to know who I was. Ведь это же был кепка. Это вот как они должны были меня узнать. I'm just so glad when I arrived there. Я так рад, что когда я прибыл туда, в Уганду, there was a good friend of mine now called Michael. Был хороший друг, который хороший друг сейчас. Его зовут Майкл. And he had a little sign in his hand. И у него в руках было написано with his name on. Его имя было написано. And I saw the name and I thought, you're my man. И я увидел, что он, вот это человек, к которому я должен приехать. But Uganda's one of my favorite countries. Уганда стала одной из моих любимых стран. It is so different to anywhere else. Она очень отличается от всего, что вы знаете. I love traveling in Uganda. Я люблю путешествовать по Уганде. When you get on a bus in Uganda, когда ты садишься в автобус в Уганде, they are always full. Там всегда битком людей. So they have 14 seats. Там рассчитано на 14 мест, вот сидячих мест. But there is always more than 14 people on the bus. Ну там всегда более 40 людей в автобусе. The record we've had is 33 people. Рекорд, который мы побили, в нашей поездке это было 33 человека. Where we've actually had people sat on our knees. И как было все? Люди мне на коленки садились. Я сижу, а мне на коленки садятся. People lying on the floor underneath us. Я сижу на сидушке, а кто-то под мою сидушку залазит, чтобы там лежать. People sat on the windows. В окна садятся люди. I mean, it is crazy. Просто одно сумасшествие. But it's great fun. Но было очень даже весело. I mean,
You have to like people to get on a bus like that. Чтобы сесть в такой автобус, нужно любить этих людей. And the roads are incredible roads. Дороги у них неимоверные. Yeah, because when you go up into the Потому mountains, что когда ты поднимаешься в горы, and the roads they twist and they go up and they go down. дороги очень извилистые, одни серпантины вверх-вниз. On my first trip, the car got stuck in the mud. Во время нашей первой поездки автомобиль забуксовал в грязи. I mean, we weren't able to go forward. И мы больше не были способны продвигаться вперед. And we thought, what are we going to do? Мы подумали, что же нам делать? And all there was around us was trees and woodlands. И вокруг нас одни деревья до леса. And then suddenly, out of these trees came all these people. И вдруг из этих лесов повыскакивали люди. And they came and they pushed the car. Пришли толкать наш автомобиль. And we got out of the mud and the water. Из той грязи, из той воды, в которой мы застряли, они нас вытолкали. And we eventually arrived in a place called Buasangui. И в конце концов мы прибыли в место, которое называется Буасангуи. So you can spend the rest of this week learning how to say the word Buasangui. И можете репетировать все выходные, как правильно произносить слово Буасангуи. I mean, it is difficult for English people. Для англичанина это сложно. And I think it might be difficult for Ukrainian people as для well. украинцев тоже сложно. But the Africans, it sounds so wonderful when they say it. Ну так приятно звучит, когда африканцы это произносят. And Buasangui is a small village. Буасангуи это небольшое селение. They have no running water there. У них нет водопровода. You don't have a shower in the morning. По утрам ты не можешь душ принять. You don't have a proper toilet. Нет порядочных туалетов. There is no electricity. Электричество не проведено. Yeah, we've sometimes had girls and women say to us, "What will I do with my hair?" Иногда девушки или женщины, которые с нами ездили, говорили: а что я с волосами своими буду делать? I've nothing to put my straighteners into and my curlers into. Как я плойку буду включать? Как мне волосы выровнять? My advice is always just get a good hat. А я всегда им советую: найдите классную шляпу. Because when your hair is like that, the hat will just keep your hair in place. Когда у тебя волосы во все стороны, тебе шляпа поможет. And the toilet is just a hole in the ground. А туалет ничего больше, чем просто дырочка в земле. When I went there, they built a toilet just for me. Когда я туда приехал, они построили это специально для меня. They had dug a 20-foot hole, so they went 20 feet down. Они выкопали, ну, это метров 5, наверное, глубины, вот такую яму. And they put wood around the outside. И били все деревянными щитами. And they put a little door on and a lock on the door. И маленький навесной замочек туда прикрепили. And every time I wanted the И toilet, всегда, когда я хотел по нужде, I had to say, мне надо было сказать: please, can I have the key? пожалуйста, дайте мне ключ. And this man, he would go and he would get the key and he would bring the key back to me. Человек бежал за ключом и так вот давал. And they said, that is your toilet. И они говорят: это чисто твой туалет. No one else is allowed to use Никому it. больше туда нельзя ходить. And for many years we used that toilet. И многие годы мы пользовались этими услугами. But we now use the toilets everyone else uses. Ну, сейчас мы уже в состоянии ходить и в их туалет.